Представь себе продукт, который не выращивают, не варят и не производят на заводе. Он появляется сам, высоко в горах, в трещинах скал, там, где нет дорог, городов и суеты. В древности его называли слезами гор, кровью камня, даром богов. Им лечили раны, восстанавливали силы после тяжелых болезней и использовали тогда, когда не помогало почти ничего. Сегодня мумиё можно купить почти в любой аптеке, но здесь и кроется парадокс. Настоящее мумиё знают единицы, а большая часть того, что продается, либо подделка, либо сильно переработанный продукт. Поэтому важно разобраться, что такое мумиё на самом деле, чем оно полезно, как его правильно принимать и, главное, как отличить природную ценность от обмана. Мумиё – это природное органоминеральное вещество, которое формируется десятилетиями и даже столетиями. Оно образуется в горах, в трещинах и нишах скал, при участии горных пород, микроорганизмов, растений и сложных минеральных процессов. Проще говоря, это концентрат природы, вобравший в себя минералы гор, органические вещества, микроэлементы и биологически активные соединения. Именно поэтому мумиё невозможно полноценно синтезировать в лаборатории. Его можно только собрать вручную, в труднодоступных местах, где сама природа диктует условия. Исторически настоящее мумиё находили в горах Алтая, на Кавказе, в Тибете, в Иране и Гималаях. Общее у всех этих мест одно – чистая экология и высота. Чем выше и сложнее доступ, тем ценнее продукт. По цвету натуральное мумиё обычно темно-коричневое или почти черное, иногда с легким глянцевым блеском. Запах у него специфический, смолистый, природный, не резкий, но сразу дающий понять, что перед тобой не химия и не ароматизированная смесь. О мумиё писали в тибетских трактатах, упоминали в арабской медицине и древних восточных рукописях. Его применяли при переломах и травмах, для заживления ран, при сильной усталости, для восстановления после болезней и общего укрепления организма. Важно понимать, мумиё никогда не считали панацеей от всего. Его воспринимали как средство поддержки и восстановления жизненных сил, как помощник организму в периоды, когда ему особенно тяжело. Современные исследования подтверждают, что в составе настоящего мумиё содержится более 60 микро- и макроэлементов, органические кислоты, смолистые вещества и аминокислоты. Благодаря этому мумиё способно поддерживать иммунитет, помогать организму быстрее восстанавливаться, улучшать обменные процессы и способствовать регенерации тканей. Многие люди отмечают повышение энергии, улучшение общего самочувствия и более быстрое восстановление после физических и эмоциональных нагрузок. Но здесь особенно важно помнить о мере и уважительном отношении к природной силе. Отдельного внимания заслуживает влияние мумиё на восстановительные процессы в организме. В народной практике его часто использовали в периоды после травм, тяжелой физической работы и длительных заболеваний. Считалось, что мумиё помогает организму быстрее собраться, активизируя внутренние резервы и поддерживая естественные механизмы саморегуляции. Именно поэтому его ценили не только как средство для тела, но и как источник общей жизненной энергии, особенно в суровых горных условиях. Мумиё принимают микродозами. Это не трава и не настойка, а концентрат. Классический способ приема – небольшой кусочек размером со спичечную головку, растворенный в теплой воде, обычно принимают утром натощак. Курс составляет примерно от 10 до 20 дней, после чего обязательно делают перерыв. Мумиё не принимают постоянно и не используют как ежедневную добавку. Это средство курсами, а не на каждый день. Важно также учитывать время приема и общее состояние организма. В народных рекомендациях часто советуют принимать мумиё в первой половине дня, чтобы избежать излишней стимуляции вечером. Во время курса желательно поддерживать организм простым и натуральным питанием, пить достаточное количество воды и избегать перегрузок. Такой подход помогает мумиё проявить себя мягко и гармонично, без излишнего напряжения для организма. Есть и ограничения. Мумиё не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям, а также людям с серьезными хроническими заболеваниями без консультации специалиста. Не нужно превышать дозировки, сочетать мумиё с алкоголем или принимать его длительное время без перерывов. Даже природная сила требует осознанности и уважения.
Один из самых важных моментов – умение отличить настоящее мумиё от подделки. Натуральное мумиё полностью растворяется в воде, не оставляя осадка и хлопьев. При комнатной температуре оно мягкое и в руках становится пластичным. Запах у него природный, смолистый, без резких химических нот. Настоящее мумиё не бывает дешевым и не имеет идеальной формы. Если перед тобой красивые одинаковые таблетки, скорее всего, это переработанный продукт или смесь с добавками. Здесь лучше придерживаться простого правила: лучше меньше, но натурального, чем много, но бесполезного. Важно понимать, что качество мумиё во многом зависит от места его сбора и условий хранения. Настоящий продукт боится чрезмерного тепла и прямых солнечных лучей, поэтому его хранят в прохладном и темном месте. Со временем мумиё не теряет своих свойств, если к нему относятся бережно, что еще раз подчеркивает его природную устойчивость и ценность. Мумиё – это не чудо и не волшебная таблетка. Оно не заменяет полноценное питание, движение и здоровый образ жизни. Но как средство поддержки, как природный концентрат и помощник в восстановлении организма, оно действительно заслуживает уважения. Именно поэтому интерес к мумиё не исчезает веками и продолжает возвращаться снова и снова. Природа создала мумиё не для массового потребления, а как редкий дар для тех, кто относится к нему осознанно. Если тебе близка тема натуральных продуктов, силы гор, растений и природных веществ, важно знать правду, а не рекламные обещания. Если этот материал был полезен, поддержи канал, чтобы такие темы продолжали выходить, и напиши в комментариях, приходилось ли тебе сталкиваться с настоящим мумиё и какие впечатления у тебя остались.